Хвича сыграет против Ливерпуля, Жорж Микаутадзе сыграет с румынским ФКСБ и Георгий Гачелишвили сыграет против Челси. Таковы результаты жеребьевки. Об этом сейчас подробно поговорим. Разберем прошлые матчи Хвичи с Ливерпулем. И, конечно же, послушаем эксперта о том, что ждать от новой игры против этой команды. Поехали! Итак, друзья, время летит очень быстро. Вроде бы совсем недавно мы с вами наслаждались победой ПСЖ над Брестом. 10-0, какое-то сумасшествие. Гол и голевая передача Хвичи. Вы активно комментировали, высказывали свое мнение по поводу Баркаля. Отдает он передачи, не отдает. Ну, в общем-то, сейчас это уже и не важно. Мы сегодня узнали самое главное, что нужно Хвичи Кварацхелии, чтобы добраться до финала Лиги Чемпионов. И нужно пройти не такой простой путь, как казалось бы, да, каким бы он мог быть. Сейчас первый шаг — это Ливерпуль, двухматчевое противостояние. Первая игра будет в Париже. Она состоится в начале марта, потом спустя неделю ответная игра в Ливерпуле. И вот здесь я хотел бы вспомнить, когда этого Хвича играл против Ливерпуля. Прекрасный матч Наполи-Ливерпуль, сентябрь 2022 года. Тогда совсем недавно Ливерпуль играл в финале Лиги Чемпионов, где проиграл Реал 0-1. Хвича дебютирует в составе Наполи. Потрясающий, какой-то сумасшедший первый тайм, где Хвича на своем левом фланге постоянно разрывает оборону. И, кстати, разрывает в том числе Робертсона, футболиста Ливерпуля, который до сих пор выступает за команду. Тогда ему было 28, сейчас 31. Ну, наверное, можно сказать, что до сих пор он основной защитник клуба. И Гомеса он там, ну, вот знаете, мне больше всего нравится третий гол, конечно, в том матче, где он сначала мимо Робертсона прокинул мяч, потом Гомеса там поставил жестко ногу, корпус оттеснил, Симеона на пустые ворота практически выкатил. Ну, просто не гол, а конфетка, и уже счет стал 3-0 во втором тайме, и 4-0 даже стало. Ну, в итоге как-то свели к 4-1, и там уже Хвичу Спалетти поменял. Ответная игра в Ливерпуле. Тоже у Хвичи прекраснейшие моменты. Сначала сам он мог забивать. Такая навесная передача. Опять он там переиграл защитника Ливерпуля. Александра Арнольда, если я не ошибаюсь. И в общем-то, может он играть с этими защитниками. Тот Хвича, который только перешел в Наполь, который только заиграл в команде. Дебютный сезон в Лиге Чемпионов. Я напомню, что там он стал лучшим футболистом, молодым, по итогам группового этапа. И вот тот Хвича даже в том состоянии, хотя, не знаю, мне кажется, все-таки он опыта набрал, сейчас он еще лучше. Он тогда уже, в общем, возил защиту Ливерпуля. Вот в том эпизоде, про который я сказал, он не забил. Была еще подача со штрафного. Тоже там было все рядом. Забили футболисты Наполи, но гол не зачитали из-за миллиметрового офсайда. Вот видите, совсем чуть-чуть там был офсайд, чуть-чуть не хватило. Ну и потом уже в концовке встречи Хвичу поменяли. Два угловых, два выпрыгивания Ван Дайка. И оба из них закончились голами. Ну, кстати, не самого Ван Дайка, а на добивании сначала Салах, а потом уже Дарвин Нунес забили. И вот так 2-0 выиграл Ливерпуль. Но, тем не менее, это ни на что не повлияло. В том плане, что Наполи по сумме двух матчей оказался сильнее и финишировал на первом месте в той группе. И вот сейчас будет очередная встреча Хвичи с Ливерпулем. Знаете, для меня большой интерес эта встреча представляет даже не потому, что это Лига Чемпионов, и, конечно же, очень важный матч, но потому что это вот, знаете, такая витрина для всего грузинского футбола. Вы прекрасно помните, что Георгий Мамардашвили должен совсем скоро перейти в Ливерпуль. Конечно, если бы он уже сейчас был в Ливерпуле, это было бы еще интересней. Но, тем не менее, вот у меня был всегда такой вопрос, вот последние месяцы, кто же первым сыграет в АПЛ из грузинских футболистов? Ну, там уже грузинские футболисты играли, но я имею в виду, скажем, из нынешнего поколения. И вот есть такая конкуренция. Мамардашвили, Салия. Есть, конечно, какой-то невероятный сценарий, что, например, Кварацхелия вдруг сейчас Ливерпуль он обыграет, несколько голов забьет, и Ливерпуль захочет его купить. Я, конечно, в это не верю, но, тем не менее, подумайте о том, что все-таки финансовые возможности английских команд, они гораздо больше. И мне кажется, что, конечно же, на матч с Ливерпулем будут смотреть и все английские тренеры, и агенты, и футболисты. И поэтому, ну, кто знает, вдруг Хвича там себя как-то проявит, и вдруг какие-то переговоры начнутся. Я вот общался, кстати, сегодня по Ливерпулю с моим давним знакомым Антоном Костровым. И давайте вообще послушаем, что он сказал об игре этой команды.
Ну, вообще, мне кажется, что этот вариант жеребьевки предпочтительнее для Ливерпуля, потому что против команды из Португалии, наверное, Ливерпулю пришлось оба матча играть первым номером, а в последние месяцы, наверное, даже, особенно вот после Нового года, у Ливерпуля с этим наблюдается проблема, потому что большинство команд в Англии против Ливерпуля закрываются, и если Ливерпулю не удается первым открыть счет, то очень-очень много проблем, несмотря на там практически на 70% владение мячом, все равно Ливерпулю не удается зачастую эти насыщенные редуты взламывать. Поэтому ПСЖ, наверное, будет играть сам и, возможно, будет давать играть Ливерпулю, поэтому, исходя из этой трактовки, то, наверное, ПСЖ более предпочтительный вариант. Ну и для нейтральных болельщиков, которые не болеют ни за одну, ни за вторую команду, просто вывеска Ливерпуль-ПСЖ намного интереснее, симпатичнее, наверное, чем Ливерпуль-Бенфик. Да и статус, наверное, команды ПСЖ не позволит уж 2 матча точно отсиживаться, тем более дома ПСЖ, ну, так или иначе, точно пойдет в атаку. С другой вопрос, сможет ли ПСЖ эту атаку развить так, чтобы доставить проблемы Ливерпулю. Но вот как раз-таки надо посмотреть, единственное, не знаю на данный момент, где пройдет первый матч, но от него, мне кажется, будет очень много зависеть. Ну, поскольку у нас все-таки грузинские болельщики, я не знаю, видел ли ты матч голы Хвичи, как ты считаешь, против Ливерпуля, то есть, ну, у него сейчас такая позиция плавающая, то слева, то справа, то в центре, с кем он столкнется, и, может быть, где ему предпочтительнее было бы играть, чтобы у него было больше шансов забить? Ну, мне кажется, сейчас применительно к флангам обороны Ливерпуля это не так важно, потому что и Робертсон, и Трент, и сменяющие их там Цимикас и Брэдли, ну, какой-то стабильностью, наверное, в этом сезоне, не, особенно вот во второй его части, не обладают. Трент вообще после разговоров про Реал очень сильно сдал, как считает большинство болельщиков, однако, там, не знаю, может, специалисты с этим не согласятся. И такое ощущение, что у человека голова забита мыслями немножко о другом. Вот, а Цимикас и Брэдли, ну, наверное, это пока еще только подрастающая смена, хотя Цимикас вроде бы уже опытный игрок, там больше 100 матчей за Ливерпуль провел, но какой-то надежности от него ожидать не стоит. Поэтому, скорее всего, если Хвича чаще будет играть слева, как он играл в Наполе, то чаще он будет соприкасаться именно с Робертсоном. Мне вот лично, как болельщик Ливерпуля, кажется, что его лучшие годы в команде уже прошли. Однако он все равно там борется очень много, отдает всего себя, такой лидер раздевалки. И вцепиться в Хвичу Робертсон может. Но если аналогию там с матчами с Реалом проводить, то все знают и помнят, как вышел молодой Брэдли и съел Мбаппе. Если, допустим, Слот предпримет такое же решение против Хвичи, то будет интересно на их противостояние посмотреть. Когда пошли слухи о том, что Хвичи может перейти в ПСЖ, в пабликах Ливерпуля тоже писали, что представители Ливерпуля, но если не входили в сделку, то точно прощупывали почву насчет подписания Хвичи, потому что летом Ливерпуль был единственной командой из топ-5 чемпионатов, которые не сделали вообще ни одного подписания, то есть деньги в команде есть, но без раздумно их тратить клуб не собирался. И вот были разговоры о Хвиче, но, видимо, просто разговоры. Смотри, раз что ты эту тему поднял, я хотел спросить. Ты вот говорил мне, что, скорее всего, линию нападения будет команда обновлять. Теоретически возможно ли, что Хвич сейчас как-то проявит себя в этом противостоянии, и вдруг, да, может быть, Ливерпуль как-то задумается? Ну, мне кажется, нет, потому что обновление линии атаки у Ливерпуля должно случиться, там, условно говоря, через 3-4 месяца в летнем межсезонье. Вряд ли Хвича через 3-4 месяца уйдет из ПСЖ. Но это будет максимально нелогично, да и Ливерпуль же таких денег платить вряд ли будет. Но то, что сейчас все силы, наверное, в том числе финансовые команды, будут брошены на то, чтобы переподписать Салаха, Ван Дейка и Трента, хотя у Трента неизвестно, что в голове. Как шутят болельщики Ливерпуля, ему надо должность мэра в городе предложить, тогда он, наверное, согласится. Вот. А Диого Жота, Луис Диас и Дарвин Нунес, при всем к ним уважении, наверное, 2 из этих 3 игроков, на мой взгляд, точно команду летом покинут. На них еще можно нормально заработать и на вырученные деньги. Ключевая цель Ливерпуля на лето — это Александр Исак. И вопрос только, сможет ли Ливерпуль финансово конкурировать с теми, кто может его купить в Ньюкасле. Ну и давай напоследок, как ты считаешь, чем закончится противостояние? Может быть, кто пройдет дальше или какое количество голов ты ожидаешь? Но я здесь не объективен буду, потому что и так очевидно, что я буду болеть за Ливерпуль. Не так, кстати, давно команды, по-моему, играли в групповом этапе Лиги Чемпионов, года 4, наверное, назад. Тогда обменялись домашними победами. Причем на Энфилде, по-моему, было весело, там что 3-2 Ливерпуль выиграл. Мне кажется, будет много голов в этом суммарном этом противостоянии, но, надеюсь, пройдет Ливерпуль.
болельщикам Хвича не обижаться. Ну да, вот такое мнение о Ливерпуле. Спасибо Антону. Мне действительно было очень интересно послушать. Тем более, что он не пропускает матчи. Не знаю, все ли он матчи эти 25 лет смотрел. Наверное, что-то где-то пропускал, но видно, что очень хорошо в теме разбирается. И вот интересно, что про Хвичу он тоже сказал, как и про Робертсона. Но давайте теперь про Париж. Пари Сен-Жермен уже очень давно не проигрывает, в том числе и в Лиге Чемпионов. Во Франции вообще ни одного поражения, но в Лиге Чемпионов проигрывали, ну, потому что календарь был не такой простой, там с Баварией был матч, ну, хотя тот же Ман-Сити, вот, например, обыграли. Сейчас Брест обыграли 10-0 по сумме двух матчей. Напомню, что Хвича гол плюс пас заработал в последней игре, где 7-0 была победа. 9,3 оценку дал ему Софаскор, 10,0 Хускорт, но тем не менее Витинья стал лучшим игроком по версии УЕФА, лучшим игроком встречи с Брестом. Я не очень понимаю, по каким критериям вообще и почему, но стоит признать, что это было именно так. Кстати, посмотрел репортаж Сабы Сапанадзе из Геотим. Очень такой, знаете, обстоятельный репортаж. Он там, я так понял, один снимал, все на телефон. Советую, кстати, если вы не смотрели, про тот самый матч ПСЖ против Бреста. И какие-то, знаете, для себя детали подметил, потому что в телевизионной трансляции, конечно, ты далеко не все можешь увидеть. Мне, конечно, поразило вообще масштаб того, как встречали клубный автобус, вообще как много людей собралось, и вот в Диоре, вот по этой красной дорожке, как будто не футболисты, а вообще какой-то кинофестиваль. И в том числе и Хвича шел по этой дорожке, все это очень выглядит ярко, красиво. Ну и представление футболистов перед игрой, конечно, настоящее шоу с огнем, с презентацией футболистов, вот эти вот огромные экраны, где появляются их фотографии, лица, ну это все было блестяще. Ну а что касается уже таких послематчевых мероприятий по игре, в общем-то все понятно, да, игру и голы мы с вами видели, может быть я вернулся еще к голевым эпизодам, просто посмотрите, как Кварацхелия забивал мяч, вы писали в комментариях, спасибо вам, кстати, за эти реакции, за комментарии, как он вообще положил корпус, как он успел к тому мячу, как он его направил еще в ворота. Вот специально я тоже замедлил, пересмотрел. Ну, это, конечно, вызывает уважение и даже какое-то восхищение. Ну, а если говорить про голевую передачу, там мне нравится вообще вот это командное взаимодействие. Знаете, как в квадратах вот футболисты играют, мяч контролируют, перекатывают. Здесь тоже потрясающе, я думаю, с Ликаном потрясающая связка. И пусть вы там пишете, что Баркаля отдает передачи, и без Баркаля не было бы этих забитых мячей Хвичи. Но мне кажется, если бы Ликан был на месте Баркаля, то этих забитых мячей было бы еще больше. Вот таково мое мнение. Но здесь тоже быстро обыгрались, и вот так вот 7-й гол был оформлен. Но, кстати, после игры еще интересный момент, который я подметил в репортаже Геотим, что Хвича Кварацхелия помог Баркаля перебраться через бортик, вот так вот руку ему подал. Ну, в общем, не стоит думать, что какой-то там, может быть, есть конфликт, как кто-то из вас там считал, да, что я специально это накаляю. На самом деле, я думаю, что вне футбола все в порядке у футболистов. Вы писали, что Энрике кричал на Баркаля, что тот не отдает мяч Кварацхелии. Ну, в общем, как бы есть еще над чем работать, но, извините меня, как бы футболист только пришел в команду. И, кстати, об этом Энрике на послематчевой пресс-конференции сказал. Об этом мы сейчас с вами еще поговорим тоже. Я, кстати, отмечу, что Хвича стал вообще первым грузинским футболистом, кто на стадии плей-офф отличился забитым голом. Вот такой интересный факт, о котором я не знал. Ну, Каха Каладзе, который самый титулованный грузинский футболист вообще в Лиге Чемпионов. Я про это делал отдельный выпуск, вообще можете посмотреть, если еще не смотрели. Там история всех грузинских футболистов. Вот сейчас здесь это появится. На мой взгляд, достаточно интересно. Так вот, у него забитых мячей не было, насколько я понимаю. Ну, я эту информацию не проверял. Если вдруг неправда, то обязательно напишите в комментариях. Так вот, после игры Хвича Кварацхелия сказал следующее. Нам все по силам. Мне кажется, что каждый, кто играет в Лиге Чемпионов, хочет выиграть этот турнир. Но с этим сложно поспорить. И я думаю, что вот сейчас такой менталитет победителей в команде Луиса Энрике есть. И вот будущие испытания, которые стоят перед командой, в том числе игра с Ливерпулем. И я забыл сказать, да, что победитель пары ПСЖ-Ливерпуль выходит на Брюгге Астон Вилла. Как будто бы, знаете, в 1/4 так будет полегче, хотя тоже расслабляться, конечно, не стоит. Ну и полуфинал Арсенал или Мадридский Реал. Ну, если они свои матчи выиграют предыдущие,
Я думаю, что это тоже будет весьма интересно. И вот что сказал Витинья после игры. Конечно же, поблагодарил партнеров по команде. Это была важная победа. Главное продолжать работать дальше в том же духе. Вообще забить Бресту 7 было не так просто, но у меня классные партнеры по команде, которые помогли добиться такого. С ними очень комфортно играть. Ну вот так вот всех похвалил и, в общем-то, никого не выделил. Ну ладно, что же, поздравляю Витинья, но я думаю, что Хвича еще свое возьмет в будущих играх. Луис Энрике, он сказал гораздо больше, очень много было цитат сразу после игры, все на него ссылались, и я вот тоже выделил несколько интересных моментов. Квара топ-игрок, тут не может быть никаких сомнений. Вообще не так просто найти игрока, который сразу усилит твою команду, когда ты видишь, как он отрабатывает сзади при счете 7-0, как он хочет помочь команде, это лучший способ показать уважение болельщикам и клубу. И это то, что мы сделали сегодня. Мы забили 7 совершенно разных голов. Случилось что-то, что ранее не происходило в Лиге Чемпионов. Это показывает характер нашей команды. Если мы забиваем 7 разных голов, это значит, что игроки понимают, что кто-то находится в лучшей позиции и не жадничают, отдавая мяч своему партнеру. Нужно время, конечно, здесь он говорит уже про Хвичу, нужно время на адаптацию, плюс язык, бытовые вопросы никто не отменял. Но самое главное, мне нравится, как он тренируется и выглядит в целом. Это долгий процесс, мы никуда не торопимся. В общем-то, как мантру повторяет это Луис Энрике раз за разом, что мы никуда не торопимся, мы идем от матча к матчу, как говорится, Кварацхелия привыкает и ждем от него будущих побед. Кстати, в воскресенье уже матч ПСЖ-Лион, ну, афиши вообще выходных я скажу подробнее. Что касается других грузинских футболистов, не будем забывать, что Жорж Микаутадзе и его Лион, они как бы так досрочно оформили себе путевку в 1/8 финала, и Лион сегодня узнал соперника по 1/8. Это будет футбольный клуб СБ, Стяо Бухарест, ну его новая версия, там сложная история с переименованием. И вот с румынами сыграет французский Лион, а дальше может быть все очень интересно. Если пройдут, дальше будет Манчестер Юнайтед или Реал Сосьедад, а потом может быть Фенербахче или итальянская Рома. В общем, команды непростые, интересные, но я думаю, что Лиону все по силам, как кто-то из вас написал в комментариях, даешь Суперкубок Европы Лион ПСЖ. Почему бы и нет? Ну, а репетиция этого Суперкубка Европы уже в это воскресенье, повторюсь, смотрите тоже по возможности на доступных вам платформах. Я надеюсь, что Микаутадзе и Кварацхелия будут в старте, хотя сейчас команда отделяет 20 очков в таблице. И не знаю, будет ли Луис Энрике выставлять самый боевой состав, но учитывая, что матч Лиги Чемпионов попозже, я думаю, что, конечно, вполне может. Еще один интересный матч был в рамках Лиги Конференции, где была беспроигрышная ситуация для грузинского футбола. Георгий Гачелиишвили и его Копенгаген играли против Буду Зевзевадзе и Хайденхайма. И я этот матч, признаюсь, не смотрел, но вот обзор перед своим выпуском решил все-таки глянуть. И любопытно, что грузинские футболисты сыграли в этом матче не самую последнюю роль. Вообще Хайденхайм выходил на эту игру после гостевой победы, казалось бы, являлся фаворитом. Буду Зевзевадзе на 40-й минуте, когда его команда уже уступала в счете, мог отыграть один мяч, но там вратарь с этим ударом справился. На 50-й минуте уже Гачелиишвили получил мяч в чужой штрафной, убегал, и вот знаете, его сбили, мне сначала показалось, что игра была в мяч. Вот посмотрите с этой камеры, как будто бы первый на мяче футболист хозяев, и играет он в мяч, как будто бы все в порядке, но потом появился повтор из-за ворот, и стало совершенно очевидно, что к мячу футболист хозяев не успел, сбил Гачелиишвили, второй забитый гол в итоге с пенальти, не дали Гачелиишвили пробить этот 11-метровый, но тем не менее счет стал 0-2, потом в итоге Хайденхайм один мяч отыграл. На 106-й минуте Гачелиишвили с поля ушел. Дальше было самое интересное. На 113-й минуте вышел футболист по имени Норман Тойер-Кауф в составе Хайденхайма. И буквально первая атака на ворота Хайденхайма с его участием. Кстати, отмечу, что в этой атаке принял участие также Буду Зевзевадзе. Не совсем удачно он обработал мяч, пытался отдать передачу, в итоге последовала потеря. Но я не скажу, что вот прям Зевзевадзе был виноват в этой атаке и в конечном забитом мяче. Посмотрите, что было дальше. Этот Тойер-Кауф вышел, видимо, думал, ну как это так, я вышел и сейчас наша команда пропустит, это невозможно. И как угорело побежал, долбанул мяч, попал в своего партнера по команде, в капитана. Мяч отскочил уже к футболистам соперника. Ну и там нападающий справился, пробил точно в угол. В итоге 1-3.
Зевзевадзе, до свидания. Гачелишвили идет дальше, где встретится против лондонского Челси. Прекрасная игра. Не верю, что есть шансы у Копенгагена пройти дальше, но для Гачелишвили прекрасный шанс показать себя, и, может быть, вдруг Челси его увидит, его заберет, и он станет первым грузином, который сыграет вот из этого состава грузинской команды в АПЛ. Почему бы и нет? Ну, в общем, вот такие результаты Еврокубков. Конечно, наверное, стоит пару слов сказать еще о том, что на Динамо-арене наконец-таки пройдет матч сборной Грузии. Грузия-Армения. Много слов, много новостей на эту тему сегодня обсуждали. И вообще всю неделю это обсуждали. Наконец-таки будет солидная аудитория, 40 тысяч минимум соберется, а может быть и 50, там говорят вроде бы 6 тысяч зрителей не смогут игру посетить, то есть сектора на 6 тысяч зрителей будут перекрыты. Прекрасная новость, с нетерпением, конечно же, ждем этих матчей. Ну и еще пару слов, наверное, про выходные, что у нас будет интересного. В субботу Валенсия Георгия Мамардашвили сыграет с Атлетико, командой, которая еще продолжает участие в Лиге Чемпионов, и там, кстати, сыграет с мадридским Реалом. Ну, то есть непростой соперник. Зорико Давиташвили сыграет против Анже. Сент-Этьена дела идут не лучшим образом, но Зорико неоспоримый лидер этой команды. Ну а в воскресенье, помимо уже упомянутой игры Лиона с ПСЖ, нас ждут матчи, в частности, Буду Зевзевадзе против РБ Лейпциг, хорошая игра. Эмполи против Аталанты, которая вылетела из Лиги Чемпионов. И вообще у Эмполи не очень ладится. Команда, которая шла вверху таблицы, сейчас сползла уже чуть ли не в зону вылета. Ну и Леванте сыграет Георгий Кочарашвили. Тоже у Леванте что-то все не ладится, да не ладится, поэтому хочется, чтобы наконец-таки Кочарашвили отличился, его команда выиграла. Вот такие выходные нас ждут. Делитесь вашими впечатлениями от Еврокубков, ожидания от игры Квичи-Кварацхелии в 1/8 финала. Конечно же, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Ну и надеюсь, что вам все понравилось. Пишите, что ждете от ближайших игр. До новых встреч. Сакартвелос, Каумарджос.